Добрый день, меня зовут Михаил Васильевич Теребов. Я работаю в музее-заповеднике Кижин, занимаюсь сохранением памятников деревянного зодчества. И лет 10 назад я открыл для себя новый вид работы – это судостроение. Мы коллективом нашей службы построили уже 3 лодки. Перед вами лодка «Кижанка», традиционная лодка Онежского озера, шитая еловым корнем, состоящая из 5 набоев. И штевни здесь представлены корневыми еловыми кокорами. Основные особенности этой лодки – ее острый нос и острая корма и развалистые борта. Эта лодка, она короткая для онежской волны. Для того, чтобы преодолевать онежские волны с высоким гребнем и коротким расстоянием между волн, лодка должна быть метров 7-8 в длину. Тогда лодка хорошо становится на 3 гребня и не проваливается в волну. Традиционно борта в лодке конопатили и смолили. Но если качество работ очень хорошее, то конопатка не нужна. Борта плотно друг к другу пришивались, либо еловой вицей, либо кованым гвоздем. Лодка замачивалась, древесина расширялась и сама по себе закрывала все щели. И лодка больше не текла. Ну, при такой эксплуатации лодка должна находиться постоянно в воде, чтобы древесина не пересыхала. Позже, в советское время, лодки-кижанки стали значительно короче. Это обусловлено строительным материалом. Лес, который заготавливался, был определенной длины, 6-метровой, и лодки из 8-7 метровых стали намного короче, до 5 и 5,5 метров. Предпочтительнее в хозяйстве иметь большую лодку. Но были и маленькие лодочки, как эта, для того, чтобы на веслах можно было не на большие расстояния быстро перемещаться из деревни в деревню между Кижскими островами. Использовали их для рыбалки, для охоты. Лодка Онежского озера изготавливалась из хвойных пород древесины, это сосна и ель, и полностью состояла из дерева. За редким исключением, позже деревянные борта стали сколачивать на гвозди. Раньше это была еловая вица. Борта лодки шились из широких досок. На каждый борт требовалось 5-6 набоев. Узкие доски гнуть легче, но широкие доски, при строительстве широких досок мест соединений было меньше. Чем меньше соединений, тем меньше работы при шитье вицей, и тем лодка меньше протекает. Мастера-лодочники для строительства лодок приспосабливали хозяйственную часть своих домов. Здесь устанавливались козлы, и на этих козлах собирался каркас лодки. На козлах устанавливалась матица, очень крепко крепилась к потолку, зафиксировалась на козлах очень жестко, и уже к ней мастер конструктивно приделывал штевни кормовой и носовой, изготовленные из цельного куска ели. После этого кокора крепилась также к стенам здания и устанавливались набои. Дальше к матице, после того, как установлены кормовой и носовой штевни, причерчивалась первая доска, первый набой. Щели между досками заполняли мхом. Далее на собранном корпусе причерчивались шпангоуты, упруги. Изготавливались они из сосновых веток. И одной стороной упирались в матицу, другой упирались в верхний набой. Все инструменты вспомогательные, с помощью которых собирался корпус лодки, мастер изготавливал сам. Деревянные клещи, такие клещи, которые держали доски у кокоры в корме и в носу. Наш краткий рассказ про лодку-кижанку окончен. Приезжайте на остров Кижи, приходите в Кижскую гавань и узнаете больше.